Завтра 6 июня, а это особенный день. Почему? 6 июня 1799 года родился русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, а также 6 июня мы отмечаем День русского языка. И вы меня спросите, почему? День русского языка и день рождения Пушкина в один и тот же день. Я вам об этом расскажу в этом видео, а также расскажу о жизни Пушкина, порекомендую один фильм, который вы можете посмотреть, чтобы лучше узнать о его жизни, а также в конце мы с вами прочитаем одно небольшое стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Итак, начинаем. Первый вопрос. Почему мы отмечаем День русского языка в день рождения Пушкина? Ответ. Именно поэтому мы отмечаем День русского языка, потому что 6 июня родился Александр Сергеевич Пушкин. Эти две даты очень связаны между собой, и сейчас вы поймете почему. До Пушкина русская литература была очень трудной, очень сложной. Русский язык, который использовали, чтобы писать произведения, был очень сложный. Сложные слова, длинные фразы, церковно-славянский язык. Это был официальный язык. На этом языке не говорили на улице. Когда Пушкин начал писать свои произведения, он взял русский язык с улицы. Он взял русский язык, на котором говорил народ, на котором говорили люди, простые люди. И он использовал этот язык в своих произведениях. В то время, когда жил Пушкин, дворяне, высший класс, говорили на французском языке. Это говорило об образованности, о культуре людей. Говорить не на русском, а на французском языке. И Пушкин вернул им русский язык. Он показал, что русский язык тоже красивый, что на русском языке тоже можно говорить. Именно поэтому в 2010 году Организация Объединенных Наций ООН объявила 6 июня Днем русского языка в честь Пушкина. А теперь я вам немного расскажу о его жизни. Он родился в 1799 году в Москве в дворянской семье. Это была очень образованная семья. Они много читали, было очень много книг в их доме. И, как я уже сказала, говорили на французском языке. Но у Пушкина была няня, ее звали Арина Родионовна, и это была простая крестьянка. Она с ним говорила на русском языке, как раз на том простом народном русском языке. Каждый день она рассказывала ему сказки, легенды, пела песни, и мальчик очень любил этот язык, этот русский язык. Еще он очень любил свою няню, он ее обожал, он ей посвящал стихи. Она умерла, когда Пушкину было 28 лет, и он очень сильно горевал, очень сильно переживал, когда она умерла. Когда Пушкину было 12 лет, он начал учиться в Царско-сельском лицее. Это был лицей, школа,
для богатых семей, только для особых семей, и Пушкин попал в этот лицей. Там он найдет друзей, которые будут с ним всю его жизнь. И именно в лицее он начнет писать, серьезно писать свои стихи. С Пушкиным случилась такая история, что когда был экзамен в лицее, он читал свое стихотворение. И на экзамене был русский поэт Державин. И когда он слушал стихотворение Пушкина, он начал плакать, потому что он почувствовал, он увидел талант этого молодого поэта. Представьте себе, вы слушаете стихотворение поэта, и вы плачете. Это здорово, ведь правда? Итак, после лицея Пушкин живет в Петербурге. Очень рано он становится известным, все читают его стихи, но у Пушкина есть такая особенность. Он очень свободный, и он говорит то, что хочет сказать. И он пишет стихи против царя, против власти. Царь его предупреждает сначала, что так делать не стоит. Но Пушкин продолжает писать, открыто писать против царя. Царь отправляет его в ссылку. Это значит, что Пушкин должен уехать из Петербурга и остаться на Кавказе. Он живет несколько лет на Кавказе, в ссылке. Там он пишет свои произведения. Потом он возвращается, и в течение 2 лет он живет в своей деревне. Он не может выйти из деревни и поехать в другое место, потому что он в ссылке. Там, в деревне, он пишет свой роман в стихах, который называется «Евгений Онегин». В школе, в русской школе мы читаем этот роман. Также мы учим много стихотворений Пушкина. Когда Пушкин возвращается из ссылки, он женится. Он женится на Наталье Гончаровой в 1831 году. В то время ей 18 лет. Это самая красивая женщина Петербурга. И он очень в нее влюблен. Он ее обожает. У них было 4 детей. Представляете? 4 детей. Но их жизнь непростая. Потому что у них нет денег. У них растут долги. Царь Николай дал Пушкину придворный титул, а это означало, что его жена и Пушкин должны были приходить на балы, должны были там присутствовать. Пушкину это совсем не нравилось. К тому же этот титул был такой незначительный, такой маленький, что ему даже было стыдно, Пушкину было стыдно иметь этот титул. Они ходили на балы, и там появился Джордж Дантес, французский офицер, который служил в России, молодой, красивый. И он начал ухаживать за Натальей Гончаровой. Это значит, что она ему нравилась, и он начал с ней разговаривать, приглашал ее танцевать, смеялся с ней, шутил. И, конечно, весь Петербург это видел, и начали говорить об этом. Пушкин страдал, ему было неприятно о том, что весь Петербург говорил о его жене. Называли Пушкина рогоносец. Рогоносец, вы знаете, у животных есть рога. Когда жена изменяет мужу, то мы можем сказать, что муж рогоносец. Так вот, так называли Пушкина. И, конечно, он из-за этого очень страдал, потому что честь
для него была важнее жизни. И он вызвал Дантеса на дуэль. В то время в России была запрещена дуэль. Но, несмотря на это, Пушкин вызвал Дантеса на дуэль, чтобы защитить честь своей жены, своей семьи. В январе 1837 года они встречаются на Черной речке под Петербургом, чтобы стрелять друг в друга. Дантес стреляет первым, и Пушкин ранен в живот. Очень сильно ранен в живот. Его отвозят домой. Он очень сильно страдает, потому что у него очень сильно болит живот, очень сильные боли. И через 2 дня он умирает. Когда он уже умирает, он смотрит на книги и говорит: «Прощайте, друзья». Книги были его самые лучшие друзья. Когда об этом узнал Петербург, что Пушкин умер, тысячи людей вышли на улицы. Они плакали, потому что это был не просто поэт, который умер, это была душа России той эпохи. А теперь давайте я вам расскажу о фильме, который вы можете посмотреть, чтобы лучше узнать, еще больше узнать о жизни Пушкина, а также и потренировать ваш русский язык, потому что я уже об этом говорила, что это очень хороший метод, когда вы читаете и когда вы смотрите. Так что я вам порекомендую фильм, который вы можете посмотреть. Он называется «Пушкин. Последняя дуэль». Этот фильм не о жизни Пушкина. Что я хочу сказать? Что там мы не увидим ничего о его детстве, к примеру, или о его подростковом возрасте. Нет, в этом фильме только мы увидим последние несколько месяцев его жизни, когда начались проблемы с его женой Натальей Гончаровой из-за Джорджа Дантеса. И мы видим страдания Пушкина, его переживания. Мы не увидим историю гения, историю его таланта. Нет, это история человека, его чувств, его переживаний из-за его жены. Так что я думаю, это интересно увидеть Пушкина не как гения, а как обычного человека с его страданиями и переживаниями. Язык этого фильма не современный, вы не увидите там современного сленга, но это очень красивый язык эпохи, когда жил Пушкин. Так что я вам рекомендую посмотреть этот фильм и послушать этот красивый русский язык. К тому же вы там увидите, как жили в России в XIX веке. Вы увидите балы, роскошь, офицеры, красивые женщины в своих платьях. То есть это эпоха XIX века, царь, как жили при царе. Также вы можете прочитать сказки Пушкина. Я вам оставлю ссылку на адаптированные книги, потому что если вы хотите читать произведения русских классиков на русском языке, то можете посмотреть адаптированные книги, которые я создаю для вас. И это очень здорово читать на русском языке и смотреть фильмы на русском языке. Когда вы соединяете это вместе, то результаты у вас будут очень хорошие. Так что читайте книги, ссылку вы найдете внизу. Это уровень А2, Б1. Выбирайте, какой подходит лучше для вас. А теперь давайте прочитаем стихотворение Пушкина. Это стихотворение мы учим в школе.
Я надеюсь, что оно вам понравится. Оно короткое, всего 8 строк, но оно очень красивое. Это стихотворение о любви. Я вам оставлю на экране текст, чтобы вы читали вместе со мной. Так что давайте прочитаем его вместе. Называется это стихотворение «Я вас любил». Пушкин написал его в 1829 году. «Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимый, быть другим». Вам понравилось это стихотворение? Тогда пишите в комментариях и расскажите мне, что вы почувствовали, что вы подумали, когда услышали это стихотворение. Ну а если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Каждую пятницу я выпускаю новое видео о русской культуре, литературе и о русском языке. Ну а я с вами прощаюсь, и мы увидимся с вами в следующую пятницу. Всего вам самого доброго. Пока-пока.